В этом выпуске будет очень много живой природы. Поэтому, если вы заядлый урбанист и терпеть не можете outdoor activities, то просто скипайте это видео. А всем остальным добро пожаловать на борт. Поехали! Видите эти 4 небольшие фигурки? Это моя семья. А это южный гладкий кит. Представляете, эти океанические гиганты проплывают путь в 5000 километров от берегов Антарктиды до полуострова Вальдес, чтобы родить и взрастить свое потомство. Вот и мы перед городом Искуэль решили из Буэнос-Айреса заехать в Пуэрто-Мадрин. Очень уж хотелось увидеть всю эту красоту с берега, и зрелище, я вам скажу, крышесносное. Ну а после мы пересекли Аргентину поперек на машине, чтобы оказаться в Искуэле. По пути встретили вот такую жуткую картину. Оказалось, что анских лис уничтожают местные фермы, потому как эти самые лисы таскают маленьких барашков. По приезду мы решили прогуляться по городу, и первое, что бросилось в глаза – обилие полноприводной техники с той самой злющей резиной, которую так ценят любители оффроуд-движухи. И это Патагония, детка. Ну и по старой доброй традиции в Патагонии нам всегда попадается Нива. Какого-то общего стилька у города нету. Здесь все дома построены отдельно. Это вот один минус такой, потому что есть здания очень красивые. Если бы все было вот в одном прям дизайне, то было бы вообще супер круто. И что еще мне понравилось, это пыль. Так как город как бы окружен горами, тут много вот этой горной породы, и город не везде асфальтирован, летит пыль, и после дня прогулок у тебя все в пыли, прям вот ты чувствуешь на одежде пыль. Ну, естественно, все машины в пыли. А что понравилось, прям вот мне очень понравилось, это такие маленькие мозаики. Жалко, что их немного. Они как бы сделаны, вмонтированы в клумбы, и это реально очень красиво смотрится. Я люблю такие штуки, когда люди делают, это вообще круто. Еще что прям очень понравилось в Искуэле, это эмпанадосы с бараниной. Эмпанадос кон кардеро — это вообще моя новая любовь. Я не ел, наверное, почти за 2 года жизни тут, в Аргентине, я не ел таких вкусных эмпанадосов. Будете здесь, вот это место, заходите, наслаждайтесь. Аргентинская Патагония славится трекингом на весь мир. И первое, куда мы поехали в Искуэле, это лагуна Ля Зета. Тут очень много доступных маршрутов, есть указатели, на самом деле можно ходить всей семьей и реально красиво и круто провести время. Что это у тебя такое? Мне первое, что попалось на взгляд, это то, что здесь велодорожки есть, причем какие-то прямо объездные, с какими-то препятствиями есть. То есть прям можно покататься на велосипеде. И классно, что здесь можно покататься на каяке. Сразу захотелось. А мне лично понравилось, что тут такой размах, прям раздолье. Такие вековые сосны огромные просто стоят, деревья, озеро, природа. Вот все то, чего нам не хватает в Буэнос-Айресе, оно тут есть. Это Патагония.
Ну и какая зимняя поездка в Патагонию может обойтись без горнолыжки? Первым делом, конечно же, иду к скипасам. И тариф на эту зиму, это август 2024 года, дневной проход стоит 38, да, около 40, короче, долларов стоит билет на один день. И еще я забыл, почти 5 долларов вы должны заплатить за саму карточку скипасную. И вот такая карточка у нас. Пойдемте кататься. Мы оказываемся в такой долине. Ну, на самом деле, на первый взгляд, очень красиво, очень прикольно. Будем сейчас пробовать кататься и смотреть, что тут к чему. Съехал первый раз и на горячую, под впечатлениями сразу расскажу. В целом курорт приятный, реально приятный. Потенциал для катания здесь хороший. Да, горы не такие длинные, как в Сан-Мартине, как в Барелочи, как в Ушуае. Подсказочка вот здесь, кстати, будет. Мы в этом сезоне покатались в Ушуае, нам понравилось. Но состояние снега тут сейчас 30 августа, и, конечно, вообще круто кататься на таком солнце. Считайте, весна уже приходит, снежочек хороший, трассы отратрачены, просто кайф. И еще что мне понравилось, это то, что здесь много таких активностей, то есть много ребят заняты своим каким-то делом. Кто-то катает фрирайд, они ползут, вот я вижу, по склону, чтобы съехать с вершины, там снежочек. Да, пухляка ты тут не встретишь, как бы, я не знаю, наверное, когда здесь выпадает снег, тут круто. Ну, пухлячка нет такого, но солнце подтопило снежочек, и хорошо, не по корке, в принципе, едешь. Потом там вот дальше я вижу, ребята катаются, они сделали себе такие вот бугры, не помню, короче, как он называется, но тоже, да, и детская школа есть, нету сноупарка, я не знаю, строят тут его или нет, но вот я не вижу его. В общем, так, да, все пределы и много военных, но это мы не первый раз уже видим. В Ушуае в этом году я видел даже, что полицейских обучают катанию. Я, кстати, не знаю, зачем полицейским нужно кататься. Теперь давайте поговорим о ценах. Для удобства я сразу все перевел в доллары. Итак, подъемник на один день, на полный день стоит 38 долларов. На полдня стоит 30 долларов. Аренда комплекта, вот если тут я не подскажу. Подскажу, что надо брать это все в SQL, в самом городе. Во-первых, вы времени будете тратить, а во-вторых, он явно дешевле. Там комплект стоил 18 долларов. Это лыжи, сноуборд и ботинки. А тут вот одна каска, которая обязательно, она вышла в 10 долларов. Детский садик для ребенка. Если вы хотите вдвоем с супругой или с супругом покататься и сдать ребенка на целый день, то это около 30 долларов. Если на полдня, то это 20 долларов. И теперь обед. Полноценный обед стоит 20 долларов, в то время как перекус, это кофе, медиалунос и сэндвич, стоит 15 долларов. Нам довольно часто попадаются старинные поезда и узкоколейные железные дороги. Настолько часто, что можно открывать отдельный YouTube-канал под эту историю.
Вот и в Эскуэле нам довелось прокатиться на этом красавце. Первое впечатление такое хорошее, такой прям деревянный поезд. И самое, наверное, интересное и необычное, что мы не видели до этого, а мы, кстати, уже, между прочим, много где были в этих поездах, это то, что здесь есть печка. Ходит этот старинный поезд всего раз в неделю, это суббота, и такое ощущение создается, что это прям праздник для жителей Эскуэля, потому что все выходят, снимают, машут руками, и настроение реально поднимается от этого. А еще, когда мы увидели старого такого кондуктора, да, он прикольно, он одет в такой джинсовке старинной, и прям вот пробивает, я не знаю, как эта штука, валидатор, назовем ее так, пробивает билетики, это тоже прикольно, это добавляет атмосферы в это приключение, путешествие. Божественно. А что ты ешь? Черепаны. Черепаны? Это что такое черепаны? Ну, это сосиска с хлеба. Первая остановка — это место с магазинчиками с черепанами, чем все очень пользуются. И мы в том числе, потому что мы не позавтракали. Начинается трейн в 10 утра, и как бы, ну, едим вкусно. Кстати, готовят еду в этой деревеньке потомки коренных жителей Патагонии, индейцев Мапуче / Тиуэльче. Эти индейские племена населяли огромную часть территорий на юге Аргентины и Чили. Но это тема для отдельного выпуска, а пока мы очень устали и возвращаемся в Эскуэль. Мы решили не идти пешком в гору, а поехать. И вот что я вам скажу, если снег тут или если наледь, не вздумайте ехать на переднем приводе, потому что это крайне опасно. Вы едете по обрыву, да, просто супер красивые пейзажи у вас за окном открываются, но действительно лучше воспользуйтесь полноприводным внедорожником. Вообще, Сьерра-Ла-Крус – место довольно приятное и доступное. А нам оно запомнилось еще и тем, что мир впервые освоил и беговел на этой горе. Молодец! Полноценно городом его язык не поворачивается назвать, скорее это поселок городского типа. Тут, в принципе, смотреть особо нечего, всего одна центральная площадь, но вот что я хочу сказать, это уют. Уют маленьких городков Аргентины, он просто непередаваем. Здесь вот реально все такое маленькое, деревянное, здесь просто приятно находиться.
И мы однозначно рекомендуем это место к посещению. Здесь невероятно живописно. Нам чем-то напомнило Каэлью, нашу любимую. Мы были здесь летом, это аргентинская зима. И я представляю только, какая здесь красота, когда здесь начинает все цвести. И легкий трекинг здесь, мне кажется, это must-have, то, что нужно прямо увидеть обязательно. Прямо рядом с водопадами есть такое местечко, которое называется Ляс Тюльпанос, переводится тюльпаны. Мы здесь находимся в Эскуэле зимой, и, естественно, никаких тюльпанов нет. Но посмотрите на картинке, как выглядят тюльпаны на фоне гор. Это просто вот супер красиво. Национальные парки в Патагонии – это наша отдельная любовь. Здесь, в практически нетронутом человеком царстве природы, среди величественных андских хребтов, вековых озер и деревьев, ты ощущаешь то самое чувство умиротворения, которое так необходимо каждому из нас. Ну а закончить наше видео мы хотим на озере Фаталауфкен. Ставьте лайки, подписывайтесь, потому что у нас еще впереди куча приключений. Мы будем стараться выпускать ролики почаще. Поэтому всем мир, пока!